Добро пожаловать на мой канал, с вами я, Надежда, и сегодня я вам покажу, как связать вот такую сумочку спицами. Эта сумочка имеет портфельный замочек, подкладку. Связана она на спицах номер 9. Я буду сейчас в мастер-классе использовать спицы номер 8. Вы можете использовать номер от 5 до 10. Чем меньше номер, тем плотнее будет сумочка. Тем больше номер, тем будет она рыхлее, и, естественно, размер будет чуть побольше. Самый маленький номер спиц, который я когда-либо использовала при вязании из трикотажной пряжи стандартного размера, это была 5. Получилась очень плотная сумочка, но при этом вязать было довольно тяжело. Вот, поэтому я рекомендую использовать номер 8 или 9. Это для вязания такой сумочки нам понадобится моток пряжи. 100 метров нам вполне хватит. Останется еще на ручку. Нам нужен будет портфельный замок. Также нам нужно будет 2 карабина для сумочки и 2 таких колечка. Колечки тоже съемные, они тоже это кольца карабины. Мне нравится использовать вот такие кольца карабина. То есть их легко снимать, их легко одевать, и как бы не нужно во время вязания задумываться о том, где они будут, потому что их легко потом будет установить в любое место. Ссылки на фурнитуру я оставлю, я покупаю. Итак, приступим. Для начала нам нужно набрать необходимое число петель на спице. Я набираю 22 петли именно для такого размера. Мне нравится набирать 22 петли. То есть набираем самым обычным способом, при этом использую одну только спицу. Мне кажется, в трикотажной пряже при наборе лучше использовать одну спицу, чем несколько. И набираю 22 петли. Можете набирать с помощью крючка или каким-то другим набором, какой вы умеете, какой знаете. В принципе, все подойдет. Так, вот я набрала 22 петли, и дальше я вяжу платочной вязкой. Что такое платочная вязка? Все вязальщицы, конечно, знают. Это лицевые петли в лицевых рядах и лицевые петли в изнаночных рядах. Соответственно, платочной вязкой нужно провязать столько рядов, какова будет как бы длина вот этого основной части полотна вашей сумки. Но я вяжу примерно 80-85 рядов платочной вязкой. Готов. Это примерно 40, может быть 42-43 сантиметра. Все зависит от вашей плотности вязания, но нам необходимо связать именно такое полотно. То есть вот сейчас мы набрали 22 петли, это 20-21 сантиметр. И на высоту 40 сантиметров, можно 45. Обычной платочной вязкой самая легкая вязка, какую только можно придумать. Все лицевые. Первая петля снимается, последняя провязывается лицевой. Вот я связала
достаточное количество рядов. У меня это было 79. Сейчас вам покажу, какое получилось основное полотно. Лицевая сторона у меня будет та, с которой вот такая вот проходит косичка по краю низа. Теперь как она будет складываться? Она складывается вот так. Вам необходимо тоже связать достаточное количество рядов на ту высоту, которую вы хотите. Ну, если в сантиметрах, то это примерно 40 сантиметров. И теперь надо вот этот вот последний ряд закрыть. Я скрываю самым обычным способом, с помощью крючка. Петлю провязываю и протягиваю в ту петлю, которая находится на спице. И так до конца ряда. Последнюю петелечку не закрываю, я оставляю ее. Она мне будет нужна. Так, закрываю последнюю петлю и оставляю. На крючке у меня одна петля. Дальше сразу переходим к вязанию боковушек. То есть боковушка, она будет набрана прямо по краю, закромочной. И с другой стороны будет либо прикреплена, либо пришита крючком, как вам больше нравится. Вот. Боковушка состоит у меня из 14 петель. Одна петля у меня уже есть. И дальше набираю еще крючком за кромочную, вот за заднюю кромочную, еще 13. Теперь давайте рассмотрим, из чего состоит боковушка. То есть она состоит из крепления с одной стороны, потом из крепления будет к донышку состоять, и из крепления опять-таки этих же петель к другой стороне. То есть сейчас нам нужно каким-то образом вязать так, чтобы боковушка крепилась сразу к донышку, да, но количество петель вот это вот, оно никак не изменялось. Что я делаю? Я вот эту нитку, вот у меня есть нитка рабочая, она, видите, выходит из кромочной, вот отсюда она выходит,
А мне нужно, чтобы она выходила вот из этой кромочной. Я ее протаскиваю просто. Там остается достаточно небольшой клубочек, поэтому это очень реально даже сделать. Дальше полотно разворачивается, после того, как нити уже выведены в нужное место. И просто вяжется снова лицевой ряд. Таких рядов лицевых вяжется еще, по-моему, 6. Я провяжу, скажу точно. И каждый раз, заходя до донышка, надо будет вот так протаскивать нитку. Это нужно для того, чтобы боковушка сразу уже получилась при вязании прикрепленной к донышку, чтобы ничего не нужно было сшивать потом. Меньше швов, красивее изделие, аккуратнее. В принципе, вы можете вязать то количество рядов, которые вам нужно, то есть она просто задаст глубину вашей сумки. Снова лицевой ряд. То есть все ряды, как всегда, лицевые. Итак, я вновь дошла до того места, где соединяется дно и боковушка, и мне снова нужно вывести нить. То есть и опять с помощью крючка сначала нитку выводим через одну кромочную на изнанку. В принципе, соединение здесь можно использовать различные. Можно соединять и по-другому, например, оставляя петли, потом их пришить тоже с помощью крючка. Но мне вот всегда нравится использовать такое соединение. Мне кажется, оно одно из самых аккуратных. Итак. И второй раз выводим следующую кромочную, наружу выводим снова нитку. Переворачиваем работу и провязываем еще один лицевой ряд. Вот можете посмотреть, как получается прикрепление на изнаночной стороне. То есть нитка проходит через 2 кромочные, потом она возвращается к изделию, и здесь уже снова пускается в вязание. Еще один лицевой ряд. Изделие переворачивается и снова лицевой ряд. Это будет уже 4-й ряд. И в конце проделываем опять ту же операцию с продергиванием нити через кромочные. Сначала в одну. Можно пропустить сразу через 2, но учтите, что это трикотажная пряжа, которая имеет свойство вытягиваться. Поэтому чем меньше вы ее тянете, чем меньше даете нагрузку на нее, тем дольше она вас сохранит первозданный вид. Для тех, кто часто и много вяжет из трикотажной пряжи, это не секрет, что сначала она мягкая и пушистая, а потом превращается в один такой жесткий шнурок, тонкий, причем совершенно меняющий свою толщину. И уже к повторному использованию в данном изделии она будет непригодна. То есть придется делать совершенно другое изделие.
Бывает даже такое, что вы что-то свяжете, образец, например, какой-то из трикотажной пряжи, и после того, как вы его распустите, повторное вязание из него, естественно, будет совершенно другое количество петель, другую плотность, другое количество рядов. Поэтому, чем меньше нагрузку даете на трикотажную пряжу, тем лучше. Спицы в этом плане самые щадящие. Протаскиваем нитку второй раз. Немножко затягиваем. Переворачиваем работу и снова вяжем лицевой ряд. И последний лицевой ряд. И наша одна боковушка почти готова. Нам не понадобится спицы, нам будет нужен только крючок. Я опять делаю вот эту операцию. Последний раз. Дальше я буду петлевать эти открытые петли к вот этой части сумки. Я буду петлевать с помощью крючка. Если у вас есть иголка, можете использовать иголку. Ну, как умеете, так и делайте. С помощью крючка. Петлю снимаем, и заметьте, как мы ее просовываем в нее нитку. То есть не вот как будто бы она лицевая, а как будто бы она изнаночная. Потому что если бы мы вязали ее, мы бы вязали ее лицевой с той стороны. С изнанки. Вот здесь бы она прошла лицевой. Поэтому с этой стороны она должна пройти изнаночной. Ну, если бы мы, например, были левши, то мы бы ее провязали бы с этой стороны изнаночными петлями. Поэтому мы петлюем их тоже изнаночными петлями. То есть она образует вот здесь шишечку, а не косичку. Ну и дальше нитку протаскиваем через петлю, всю нитку. Снова в кромочную заводим, нить протаскиваем. В следующую кромочную надо будет вывести эту нитку и снова в петлю. Так надо поступить со всеми нитями, которые у нас остались на спице. Тем самым вы их как бы пришьете, припетлете к основной части с другой стороны. И соединение боковушки закончится. Это соединение, мне кажется, самое мягкое, самое аккуратное. То есть ничего пришивать не надо. Самое естественное. Так, теперь снова выводим через кромочную. И в петлю. Дальше захватываем следующую петлю. И таким образом прикрепляем все петли. Так, у меня осталась последняя петля, которую нужно прикреплять. И левая боковушка будет завершена.
здесь я только один раз пропускаю через кромочный, потому что она, в свою очередь, эта петля является также кромочной для нашей боковушки. И потом сюда. Итак, вот шов с лица. Вот здесь вот боковушка как бы крепится к донышку, и прикрепление ее к задней части основания. Да? Вот сейчас я ее выверну. И посмотрите, какая получилась изнанка. То есть, в принципе, это очень аккуратное соединение, и его можно, если кому-то нравится, даже использовать как лицо. Да? То есть, что лицо, что изнанка очень красивая и очень аккуратная. На какую вам нравится сторону, такую и используйтесь. То есть, дальше я сделаю еще правую боковушку, и дальше крышечка так закроется. Закончив припетлевывать боковушку, я еще прокладываю шов из соединительных петель крючком по краю косички до середины. И вот только потом я обрезаю нитку. Мне с косичкой кажется сумочка аккуратнее, поэтому мне нравится ее провязывать по краю. Вот я взяла косичку, дошла до середины и ее обрезала. Теперь все то же самое необходимо проделать с правой стороны. То есть снова набрать петли. В этот раз у нас уже нет первой петельки, то есть мы набираем 14 петель, провязываем их платочной вязкой и потом будем припетлевывать. Но здесь опять-таки есть один нюанс. Набирать петли и провязывать петли надо будет уже изнаночной. То есть платочная вязка с правой стороны выполняется не лицевыми петлями, а изнаночными. Потому что я начинаю с того же края. Можно выполнять ее лицевыми петлями, тогда надо было начинать с середины полотна и вот здесь вот рассчитывать то же самое расстояние. Но мне нравится делать так. Итак, набрано 14 петель. И дальше петли переводим на спицу, потому что вязать я буду на спицах. Данная сторона изнаночная. Сейчас я вам покажу лицевую сторону. То есть, вот видите, по лицевой стороне полукромочная осталась. Ну и если вы помните, здесь я просовываю нитку через кромочную, вывожу на другую сторону и продолжаю вязать. Тем самым прикрепляю донышко к донышку боковушки. Тоже вяжем 6 рядов, как и в предыдущем. Переворачиваю изделие и вяжу. Здесь, конечно, первая петля всегда провязывается, потому что мы сделали закрепку, и как бы ее, как в классическом вязании, нам пропустить не получится. У меня, к сожалению, петли на другую сторону надеты, поэтому я их еще и переснимаю и одеваю обычными.
Опять делаем протяжку рабочей нити, то есть в одну кромочную и в другую. Провязываем ряд, возвращаемся, еще одну протяжку, снова провязываем ряд, возвращаемся, и потом будем петлевать петли. Так, одну кромочную вывели, теперь в другую. Переворачиваем работу и продолжаем вязание. Все изнаночные. Я провязала 6 рядов платочной вязкой. И теперь подошла к тому моменту, когда мы будем уже пропетлевывать петли. То есть снова выводим нитку наизнанку через кромочную, затем через следующую кромочную на лицо. И дальше мы уже не провязываем, а петлюем петли. В данном случае мы будем кетлевать их лицевыми, то есть если с предыдущей стороны мы кетлевали их изнаночными, то здесь будем кетлевать лицевыми, здесь сделаем все как бы зеркально. То есть крючок заходит в петлю, нитка подхватывается, вытаскивается, протягивается на всю свою длину. Заводится опять за кромочную. Другую кромочную она выводится. Снова протаскивается нитка. Вы можете делать это с помощью иголки. Если у вас есть иголка, подходящая для трикотажной пряжи, то можете шить с помощью иголки. Я использую крючок. Дальше опять крючок вставляется в петлю, нитка опять протягивается. И дальше уже вставляется в следующую петлю крючок. Провязывается она как лицевая, нитка протаскивается, и повторяется снова вся эта операция с захватом кромочной. Продолжу таким образом до конца ряда, пропетлевать все петли, которые есть на спице. Итак, последняя петля. Протягиваю в нее нитку. И дальше провязываю из соединительных столбиков косичку по краю. Точно так же, как и на противоположной стороне, я остановлюсь на середине крышечки. Нитки обрежем и выведем наизнанку.
Дальше вот эти две нитки выведем на изнаночную сторону. Там их потом заправлю, уже после того, как установлю пряжку. Таким образом, теперь смотрим на сумочку. Я эту сторону считаю изнаночной, но, в принципе, она тоже очень аккуратная и очень красива. Если вам видно, то ее можно даже использовать как лицевую. Сейчас выверну на лицо и посмотрите, чем отличается лицо от изнанки. Вот лицо. То есть по лицу здесь оставлена полукосичка, что слева, что справа. Опять-таки вот так выглядит соединение. Ну и по краю крышечки тоже оставлена косичка. Остается только прикрепить фурнитуру, и сумка будет готова. Вот я установила пряжку и установила фурнитуру, ручку, цепь, пряжку. Можете посмотреть внутри. Кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду ваших воплощений.